Резкое продвижение РФ, наступление сразу с двух направлений. Россия заявляет о безоговорочной победе. Украине придется отдать территории. Американцев унизили на весь мир. Откровенное признание главы правительства. Как на них отреагируют в Киеве и Вашингтоне? Последний путь побега закрыт. Кому теперь вообще не уехать из РФ? Или война, или тюрьма? Китай переходит к угрозам. Пекин ставит твердые условия Трампу. Что произошло и не начнется ли война между двумя гигантами? Об этих и других самых главных событиях утро вторника, 28 апреля. Спасибо, что выбираете нас. Это правильное решение. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Дальше только о важном и интересном. Россияне снова продавливают фронт сразу на двух участках. По данным Deep State, оккупанты продвинулись возле Петропавловки в Харьковской области и у Константиновки в Донецкой. То есть речь уже о новом давлении сразу в двух направлениях. И это продолжение тревожной динамики последних дней. Ранее Deep State сообщал о продвижении армии РФ возле Гришинова и Новоалександровки. Небольшие продвижения, но уже подаются российской пропагандой как безоговорочная победа. Подрыв северных потоков снова оброс почти киношными деталями, причем кино из раздела 18+. Издание The Wall Street Journal утверждает, что их журналисты вышли на исполнителей операции. Атаку якобы спланировала украинская элитная группа, которую финансировали частные доноры, а среди участников были не кадровые агенты, а гражданские. Но самая громкая деталь – в команде якобы была женщина-дайвер, в прошлом эротическая модель, игравшая ключевую роль в установке взрывчатки под водой. Ее умение погружаться в море на глубину менее 100 метров больше не было востребовано. Однако затем, через своих коллег-дайверов, она вышла на сомнительное подразделение разведки. Старшие офицеры спросили ее, готова ли она участвовать в миссии, направленной против источников денег, за счет которых Россия финансирует войну против ее страны. Речь шла о деликатной и потенциально смертельно опасной операции. «Где мне подписать?» – спросила Фрея. Теперь, как пишет издание, она уже официально служит в армии и обучает военных тактическому дайвингу. И, скорее всего, читала эту статью и смотрит вместе с вами это видео. Украине придется отдать территории. Серия откровений немецкого канцлера. Мерц все жестче приземляет ожидания Киева. Канцлер Германии допустил, что в рамках будущего прекращения огня Украине, возможно, придется смириться с потерей части территорий. Более того, он прямо сказал, если Зеленский захочет провести такое решение через общество, ему понадобится референдум. Но это не все откровенные заявления Фридриха Мерца. Кроме того, канцлер Германии довольно резко высказался в сторону Вашингтона. Говорит, в конфликт нужно не просто уметь войти, но и знать, как выйти. Мы слишком болезненно видели это в Афганистане на протяжении 20 лет, и мы видели это и в Ираке. На данный момент я не вижу, на какой стратегический выход сейчас рассчитывают американцы, тем более, что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело, или, точнее, очень умело не ведут переговоров, позволяя американцам лететь в Исламабад только для того, чтобы уехать оттуда без результата. Целую нацию унижает иранское государственное руководство. Какую именно нацию имел в виду немецкий канцлер, дипломатический язык позволяет скрыть, но заявление амбициозное. А как думаете вы, о ком это он? Субботник в Туапсе продолжается. Я напомню, там Черное море стало еще чернее от мазута и других производных российского нефтепрома, которые вылились в воду после ударов украинскими дронами и последующих дождей. Разлив нефтепродуктов оказался серьезнее, чем рассчитывали сначала, но это не подбило местные службы даже на применение спецтехники. Все лопатами, все ручками, и хорошо, если хотя бы в перчатках. Респираторы вам не выдали, да? Респираторы. А что, трактор не будет работать, да?
Мазутную смесь снова понесло дальше по реке и к морю, часть загрязнения перелилась даже через ранее выставленное заграждение, теперь к ликвидации подключили дополнительные силы. Работы идут сразу в нескольких точках: на самом морском терминале, в устье реки Туапсе и вдоль береговой линии. В русле поставили 6 каскадов боновых заграждений и нефтеловушку, а вдоль центрального пляжа добавили еще 700 метров защиты, чтобы пятно не расползалось по морю. То есть удар был еще 16 апреля, а Туапсе до сих пор продолжает разгребать его последствия. Ну а мы с вами следить за сериалом. Похоже, для российских призывников закрывают уже не только прямой выезд из страны, но и обходной маршрут через Беларусь. По данным движения сознательных отказчиков, призывнику из Петербурга не дали вылететь за границу из Минска после того, как в российском электронном реестре ему выставили запрет на выезд. Раньше такой путь считался относительно безопасным, но теперь, судя по всему, между Россией и Белоруссией уже начал работать обмен данными о призывниках. Их снимали с рейса и разворачивали без письменных документов, только с устными объяснениями. Правозащитники называют это новой и уникальной практикой. Если вы стали свидетелем подобных действий, напишите нам обязательно. Жесткий ответ Пекина после нового удара Вашингтона по китайскому бизнесу. МИД Китая потребовал от США прекратить санкционную политику после того, как американцы ввели ограничения против одного из крупнейших нефтепереработчиков страны из-за подозрений в закупке иранской нефти. В Китае такие меры назвали незаконными односторонними санкциями, не имеющими опоры в международном праве. Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, и призывает Соединенные Штаты прекратить ошибочную практику злоупотребления санкциями и экстерриториальной юрисдикцией. Китай будет твердо защищать законные права и интересы своих предприятий. Под удар попала компания, которую Минфин США считает одним из крупных покупателей иранской нефти и нефтепродуктов. Там это отрицают и заявляют, что будут добиваться отмены санкций. При этом компания подчеркивает, ее огромный НПЗ в Даляне работает в штатном режиме, а запасов сырья хватит более чем на 3 месяца переработки. В стране НАТО назревает бунт. В Румынии может сплотиться опасный политический союз. Социал-демократы и ультраправые решили вместе качнуть правительство Илье Балажана. PSD, социал-демократы, которые еще недавно были частью власти, то есть союзниками действующего премьера, и ультраправая партия АУР уже начали готовить общий вотум недоверия. Мы делаем совместный шаг по подготовке резолюции о недоверии, чтобы подать ее на обсуждение в мае. Пока для удара им не хватает минимум 13 голосов. Против Балажана собирают коалицию не из-за одного скандала, а из-за его жесткой линии налогов, урезания расходов, чистки госаппарата и попытки бить по бюджетным привилегиям. В Восточной Европе появится своя армия дронов. По словам польского премьера, именно Украина сегодня имеет самый большой практический опыт в том, что решает исход войны в воздухе. И теперь этот опыт Варшава хочет превратить в собственную систему беспилотной войны. Польша должна иметь армаду беспилотников, чтобы мы могли не только помочь Украине сегодня, но и с полной уверенностью сказать полякам: мы в безопасности. Туск подчеркнул, что польский план по созданию крупной дроновой силы будет реализовываться с опорой на украинские технологии и боевой опыт. Но не только Польша, Украина и Норвегия запускают первое совместное производство украинских ударных дронов. Речь идет о выпуске нескольких тысяч беспилотников класса Midstrike на территории Норвегии. Все они будут переданы силам обороны Украины. Проект полностью оплачивает норвежская сторона сверх уже запланированных $7 миллиардов оборонной поддержки на 2026 год. Первые системы могут поступить Украине уже летом. Самый открытый к миру и прогрессивный говорит, что запрещать все подряд нельзя. И меры наказания тоже для нарушителей придумывать плохо. Угадайте, о ком это? Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия вечна.
С одной стороны, обещание не душить все подряд регуляциями, с другой — старая мобилизационная мантра о том, что любые проблемы надо просто перетерпеть. Стрельба на ужине с Трампом, похоже, была не спонтанной вспышкой, а заранее продуманной атакой. Следствие считает, что Коул Томас Аллен ехал в Вашингтон уже с намерением напасть на представителей администрации. Перед атакой он отправил семье записку, где писал, что не ждет прощения, жаловался на действия власти, называл Трампа предателем и прямо давал понять, собирается идти к своим целям через охрану, если понадобится. На месте у него были полуавтоматический пистолет и дробовик. Он прорвался к зоне досмотра, выстрелил и ранил агента секретной службы в бронежилет, после чего был задержан. Сейчас следователи изучают его манифест, соцсети и разговоры с родственниками. Семья сама забила тревогу. Брат связался с полицией после получения письма. Другие родственники тоже сообщали о его действиях. По данным CNN, в последние месяцы Аллен увлекся левым активизмом, купил оружие и начал тренироваться в стрельбе. На ужине в этот момент находились около 2600 человек. Сейчас подозреваемый со следствием не сотрудничает, судебный процесс уже стартовал. Медитация на стероидах или не весь транс духовный. На Шри-Ланке разразился громкий скандал. В аэропорту Бандаранаике задержали 22 буддийских монаха, или людей, выдававших себя за них, с огромной партией наркотиков. По данным следствия, они пытались провести более 110 килограммов запрещенных веществ, спрятав их в багаже. Стоимость груза около $3,5 миллиона. Суд в Негомбо уже отправил всех подозреваемых под стражу. Группа прилетела из Таиланда. У каждого нашли более 5 килограммов наркотиков в тайниках чемоданов, замаскированных среди еды и школьных принадлежностей. Подозреваемым от 19 до 28, а часть из них, как оказалось, уже раньше летала в Бангкок, что только усиливает версию о налаженном канале контрабанды. Для аэропорта Шри-Ланки это одна из крупнейших таких партий за последнее время. Что стало переломом на фронте? Почему оборона впервые дала трещину? Какая уязвимость вскрылась и из-за чего потери уже поползли вверх? Что на самом деле было самым важным в истории с покушением на Трампа? Кто повел себя страннее всех и какие детали остались за кадром? Хотя именно они меняют картину. Что за суперракета Кремля? Почему испытания называют тестом на живых? И как так выходит, что головы из-за этого полетят не в России, а в Европе? Готовит ли Трамп финал еще одной войны? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Ну а мы с вами встретимся уже вечером.